Друзья, всем привет! Сегодня готовим опять новогоднее блюдо. У нас вот такие вот ингредиенты, это не все, поэтому советую посмотреть ролик до конца, а мы начинаем. Друзья, делаем сегодня оливье. Для этого мне понадобится свиная вырезка. Вы можете использовать говядину или любое другое мясо, которое вы любите. А также я предварительно помыл картофель и морковку. А также приготовил свой домашний майонез. Сейчас немного расскажу, как я его сделал. Готовьте обязательно домашнее, это очень вкусно. Друзья, вот такой вот майонезик. Значит, я добавил чесночка, горчички, немного халапеньо, маслица. Как сделать майонез, будет ссылочка в описании. Мы поехали. Мясо будем запекать. Я предварительно очистил вырезку. Вот тут жилу убрал, зачистил. Мясо будем запекать. Для этого мне понадобится соль и перец. И немного оливкового масла. Друзья, вот так вот. Я посыпал, полил. Сейчас вотру. Аналогично поступаем со вторым кусочком мяса. Во вторую вырезку я решил добавить немного лаврового листа. Сравню по вкусу, как получится. И обязательно вам об этом расскажу. Друзья, аналогично поступим с моркофелем. Ой, опять я ошибся. Это же, конечно, морковка. С морковкой поступим аналогично. Польем оливковым маслом, соль, перец. И также будем запекать. Овощи будут очень вкусные, интересные. Давайте попробуем приготовить так. А не будем отваривать. Друзья, аналогично поступаем с картофелем. Вот так вот. Маслицем смазал. И посыпал. Кстати, очень удобно это делать с помощью кулинарной кисти. Друзья, получается вот так вот. 2 вырезки, 2 морковки и 4 картошки. Отправляем в духовку на 200 градусов на 45 минут. Друзья, как обычно, все делается, судя по вашей духовке. А в вырезку я воткну щуп, искомая температура 72 градуса внутри куска мяса. Друзья, тем временем, пока у нас готовятся овощи и мясо, сварим яйца. Нам понадобится 5 яиц, будем варить их вкрутую. Первым делом ставим на максимальный огонь и добиваемся кипячения. Как вода закипит, убавляем огонь и варим 7 минут, для того, чтобы желток у нас остался желтый внутри, а не потемнел и стал таким не очень красивым, приглядным. В общем, вот такой вот лайфхак. Друзья, как мы и предполагали, мясо приготовилось гораздо быстрее. Даже вот уже 75 градусов оно уже доходит. Вот смотрите, какое сочное получилось. Овощи еще пока не готовы. Я их проверяю готовность с помощью обычной зубочистки. Насколько она протыкается, насколько овощи протыкаются мягко, мы определяем степень готовности. Термометр для этого не нужен. Мясо раскрываем и даем ему, естественно, остыть. Вот так вот. Сок этот можно использовать в бульон, допустим, добавить. Или заморозить в кубики. На кухне все используется. Так что вот так вот. Яйца у нас тоже почти сварились. Удобно, когда есть таймер. Вот осталось 1,5 минуты. Чуть больше. Так что вот так вот. Яйца заливаем холодной водой, остужаем, чтобы они легче чистились. Подготовилось. Мясо остыло. Морковь тоже остыла. Вот картошка в самый последний момент приготовилась. Ждем остывания полного и начнем рубить оливьеху. Для вас, как обычно, это секунда, для нас это какое-то время. Не отключайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мы продолжаем. Друзья, у нас все готово, все остыло. Сейчас будем мяско нарезать. Это первое у нас, которое мы делали, точнее второе, с ароматной лаврушкой. Это у нас обычное. Посмотрите, сколько сока. Вообще класс. Невероятно. Можно использовать для, допустим, кубиков. Я же еще об этом говорил ранее немного. Это можно все заморозить и использовать. Оставлю. Ходит много споров, как нарезать.
нарезаю так, как мне нравится. Посмотрите. Мясо отличное получилось. Вообще просто кайф. На полосочке. Потом вот так вот. Ну и, соответственно, дальше кубиком. Классически. Можно крупнее, можно мельче. Как хотите, как вам нравится. Я сделаю вот так вот. С остальным мясом поступаем аналогично. Следующим будет морковь. Смотрите, она очень нежная, можно даже кожу не снимать. Так я и поступлю. Отрежу попку, она мне понадобится. Смотрите, какая запеченная, яркая морковь. Я режу крупными кубиками, такими же, как мясо. Мне нравится такая нарезка. Еще раз повторяюсь. Нарезайте так, как вам подсказывает ваша фантазия. Я хочу вот крупно. Друзья, следующим будет картофель. Его, конечно же, надо будет почистить. Смотрите, как чистится. Прям отлично. Вот так вот нарезаем картофель. Следующими будут яйца. Смотрите, сварилось все как надо. С остальными яйцами поступаем аналогично. Тут есть еще огурчики, которые остались с прошлого салата. Я еще немного докупил. Это маринованные, очень вкусные. Можно добавлять соленые, но мне нравится с маринованными. Именно не очень уксусными. Они придадут кисло-сладкий вкус. А поскольку мы используем мясо свежее, ну я имею в виду свинину запеченную, поэтому очень классно будет чувствоваться в нем кислинка. С колбасой, наверное, не очень, все-таки лучше соленые огурцы. А вот с мясом самое то огурчики. Я их добавлю отдельно, для того, чтобы у меня салат долго стоял, и мы могли его кушать потихонечку, постепенно. Если добавите сразу, может это все дело подскиснуть. Добавлю порядка 6 огурчиков где-то. С остальными поступаем огурцами аналогично. Друзья, еще неоспоримый плюс маринованных огурцов — это его неповторимый хруст. Вот все, что я хотел рассказать об огурцах в оливье. Друзья, еще небольшой лайфхак. Я вот никогда не выливаю рассол от огурцов. А знаете почему? Напишите об этом в комментариях. Расскажу в конце ролика. На следующем этапе у нас идет зеленый горошек. Он у меня консервированный. Можно использовать свежий, свежемороженый. Я буду использовать консервированный. Смотрите, жидкость я тоже не сливаю. Если знаете, как ее использовать, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я обязательно отвечу. Дам небольшую подсказку. На его основе можно приготовить 1 pp ингредиент, который можно будет добавить именно в салат оливье. Так, добавим горошка. Добавляйте на свое усмотрение. Я вот добавляю там сколько уже, 4 ложки, 5. Ну вот 6. Я не люблю много горошка. Вот, честно скажу, с детства его вообще не любил. Просил маму, чтобы она не добавляла. Но сейчас как кулинар отношусь ко всему терпимо. И привык к вкусу горошка. И использую, и кушаю, проблем не вижу. Сейчас салат размешаем. Немного присолим. Чуть-чуть совсем, чтобы картошечка была у нас слегка солененькая. И будем подавать. Друзья, размешаем салатик. Кстати, я же обещал посолить. Сделаем это по вкусу, совсем слегка. Я думаю, достаточно. Если кому-то будет не хватать соли, они добавят немного фасоли. Ой, какой фасоли? Каждый добавит себе соли по количеству фасоли.
Ой, опять не так. В общем, каждый едок добавит себе сколько нужно соли, если ему не достает. Следующий этап, добавляем майонез. Майонез у меня был прикрыт. Знаете почему? Потому что он домашний. Как его сделать? Ссылку я, как обычно, скину в комментариях. Не в комментариях, а в описании, короче говоря. В общем, добавляем майонез по вкусу. Салат у нас практически готов. Осталось его подать. Но у меня есть некая искрометная изюминка, которая украсит наш салат. Это будут каперсы. Они были у меня в уксусе. Я их предварительно замочил в чистой воде. Сейчас воду солью и покажу, что буду делать. Воду я слил. Добавляю. Так вот порционально. Чуть-чуть. Мне этого будет достаточно. Еще раз перемешаем. Друзья, сейчас у нас будет красивое представление блюда. Для этого мне понадобится кулинарный квадрат. Также осталось у нас оливковое масло. Смазываю его. Вот некоторые капельки у меня появились там. Ничего страшного абсолютно. Это чтобы все у нас не прилипло. Вот так вот. Очень все вкусно будет, ребятушки. Красивую форму я придам. Вот так вот. Теперь достаем. Оп. Вуаля, 3 рубля. Вот такая красота. Ну, конечно же, подчеркну, что это блюдо у нас с каперсами. Вот так вот. Немного. Пару штучек. О. И вот в этот уголок еще просится. Вау, 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 вау! Как красиво! Даже не хочется пробовать. Точнее, хочется. Знаете почему? Потому что аромат просто такой вот праздничный раздается. Давайте попробуем. Ой. Ну что там? Запеченные овощи плюс мясо. Тоже запеченная. Очень вкусно. Легкая такая ароматная кислинка от огурчиков. И вот неповторимый вкус придают оливье как раз каперсы. Друзья, советую обязательно добавить каперсы в ваше новогоднее оливье. Советую подписаться на канал, поставить лайк, поделиться обязательно этим видео с друзьями. Друзья, пир есть! Можно вкусно на Новый год оливье поесть. И не только. Подписывайтесь, лайкайтесь. До скорых встреч. Всем пока. Полетели.